Привет! Мы в Иерусалиме. За моей спиной стена плача или западная храмовая стена. Но знаете ли вы, что это не единственная доступная храмовая стена? Я предлагаю вам познакомиться со всей стеной плача, включая ее секретные и забытые части. Но сначала давайте разберемся, что это за стена. За этой стеной находится гора Мурия, то место, куда Авраам привел своего сына Исаака. Это то место, где находится краеугольный камень, с которого Всевышний начал сотворение мира. Царь Соломон строит здесь первый Иерусалимский храм, который был разрушен вавилонянами под предводительством Навуходоносора. Этот храм был восстановлен и расширен иудейским царем Иродом. Второй Иерусалимский храм был разрушен римлянами в 70 году нашей эры под предводительством римского императора Тита. То, что мы видим сегодня, это руины западной стены, ограждавшей храмовый комплекс. Согласно Библии, Бог присутствовал в этом храме, точнее, внутри святая святых, место, куда вход был запрещен. Туда мог войти только первосвященник и только один день в году, в день прощения, Йом-Кипур. Почему же верующие приходят молиться именно сюда? Дело в том, что это самое доступное место, которое находится ближе всего к святая святых, месту божественного присутствия, к месту, где находился ковчег Завета. Оригинальная длина стены храмового комплекса составляла 487 метров. Но то, что мы видим сегодня, составляет всего 60 метров. Так где же скрыта остальная часть стены? И есть ли точка, которая находится ближе всего к святому месту? За 2000 лет после разрушения второго храма большая часть стены была скрыта постройками, в основном мусульманскими. Но ее 4 части все еще существуют, хотя до некоторых из них немного сложно добраться. Итак, сегодня мы увидим все 4 части стены, а также мы увидим место, где скрыто пророчество Исаии. Итак, это самая известная часть стены плача. По еврейской традиции мужчины и женщины молятся здесь отдельно. И когда мы говорим о стене плача, мы думаем именно об этой части стены. Но сейчас мы направляемся к другой ее малоизвестной части, которая скрыта внутри мусульманского квартала. Обратите внимание на этот указатель Акот-эль-Акатан, что означает «малая стена плача». Мы идем через лабиринт туннелей и проходов. Эти зеленые железные ворота ведут прямо на Храмовую гору. Но мы пойдем вот в этот проход. И вот он, маленький участок западной стены второго Иерусалимского храма. Кстати, почему западная стена называется стеной плача? Дело в том, что это единственная сохранившаяся стена от Иерусалимского храма. И сюда евреи приходят оплакивать разрушенный храм. Это место обращения к Богу. Место, где обращаются к Богу с надеждой на возрождение храма. Этот участок стены длиной всего 20 метров. Но камни, которые мы здесь видим, являются оригинальными времен второго Иерусалимского храма. И это место ближе к святая святых, чем традиционная стена плача. Но ближайшая к святая святых точка находится не здесь, она под землей. И чтобы увидеть ее, нам нужно спуститься в туннели западной стены. Туннели стены плача.
мы увидим здесь просто гигантские камни. Остается загадкой, как 2000 лет назад удалось перевести и установить камни такого размера. Пойдемте смотреть. Посмотрите сюда, это подземная часть западной стены Иерусалимского храма. И мы видим здесь просто гигантский камень. Остается просто загадкой, как 2000 лет назад удалось перевести и установить камни такого огромного размера. Посмотрите на размер этого камня. Это просто что-то невероятное. Он нескончаемый. Смотрите, здесь стена как будто обрывается. Здесь находился один из входов в храм. К сожалению, этот проход был замурован. Друзья, мы пришли. Это место женской молитвы. Оно находится прямо перед Святая Святых, в 70 метрах от вершины горы Мория. И вот она, эта точка, где стена была наиболее близка к Святая Святых. Это примерно 70 метров. Место жертвоприношения Авраама. Место, где находился ковчег Завета и божественное присутствие. Ну что ж, у нас последняя часть стены, где мы увидим пророчество. Это угол западной и южной стены второго Иерусалимского храма. Вы знаете, эту надпись очень трудно увидеть. И, честно сказать, я нашла ее не сразу. Текст, написанный на иврите, это библейское пророчество. В этой надписи есть несколько необычных и довольно странных вещей. Во-первых, ее местоположение. Она не расположена у входа, через который проходили паломники. Она расположена в недоступном глазу месте, поэтому большинство проходящих здесь не увидят ее. И главная загадка. Когда была сделана эта надпись, это пророчество? Вот мы этого не знаем, но самое главное – это то, что содержит в себе это пророчество. Когда вы увидите это, возрадуется сердце ваше, и вы расцветете, как трава.
и продолжение этого послания, которое написано на стене. «Рука Господа откроется рабам Его, и на врагов Его явится ярость Его». Надпись обрывается на середине. Почему? Почему человек, писавший этот текст, прервал его на середине? Глава 66 книги пророка Исаии – это последняя глава, которую он написал. Это конец его пророчества. В ней говорится о дне последнего суда. В ней написано, что Бог восстановит свой народ и свой святой город. И произойдет это внезапно и неожиданно. Все враждебные народы и племени будут судимы. Слышьте шум из города, слышьте шум из храма. Это голос Господа, воздающего врагам своим по заслугам.